Bu savaşın içinde yarattığımız o güzel mutluluk anları var ya, en değerlisi. Bizim yakıtımız bu. Ne oluyor? Sen benim Cihan'ı nasıl sevdiğimi bilmiyor musun? Cihan'ın beni ne kadar sevdiğini biliyorsun, yapma. Sadakatine vicdanını sızlamıyor mu? Alo! Alo! Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Отправит ли госпожа Садакат Алю с Бараном и Денизом? Будет ли Аля сопротивляться? Прикажет ли госпожа Садакат застрелить Алю, если она не захочет идти? Или Баран застрелит Алю, когда поймет, что не может ее забрать? Повлияет ли новая работа Нари на ее отношения с Шахином? Что сделает Зерин, когда Демир скажет ей, что ее ребенок жив? Примет ли Зерин условия Демира и отдалится ли от Каи, чтобы воссоединиться со своим ребенком? Расскажет ли Вургун Джихану о том, что госпожа Садакат и Баран сделали с Алией? Что Джихан сделает с госпожой Садакат и Бараном, если узнает, что случилось с Алией? Госпожа Садакат решит отправить Алию вместе с Бараном и Денизом, потому что считает, что напряжение в особняке, особенно неконтролируемый гнев Барана и невидимая связь между Джиханом и Алей, достигли критической точки. Для госпожи Садакат вопрос здесь не в счастье Али, а в сохранении порядка. Дальнейшее присутствие Али в особняке будет с каждым днем все больше омрачать жизнь Барана, отдалять Джихана от матери и оставлять Дениза между двух огней. Госпожа Садакат захочет прорваться сквозь этот хаос, как хирургической операцией, и она считает, что сможет этого добиться, отправив Алию. Аля начнет сопротивляться этому решению. Это сопротивление будет не упрямством, а экзистенциальной защитой. Аля не захочет разлучать Дениза с отцом, но в то же время она не захочет жить в страхе и контроле под тенью Барана. Поэтому Аля не уйдет, она захочет остаться, защитить свое пространство и впервые так открыто выступит против госпожи Садакат. Эта ясность сделает госпожу Садакат еще более жестокой, потому что она почувствует, что ее авторитет пошатнулся. В этот момент госпожа Садакат не выберет прямого насилия, но создаст условия, которые сделают насилие возможным. Вместо того, чтобы сдерживать гнев Барана, она высвободит его, закодировав Алю как неконтролируемую проблему и превратив ее в врага в сознании Барана. Когда Баран поймет, что не может справиться с Алией, его собственническое желание вырвется наружу, и этот взрыв приведет его к физическому насилию. Это насилие не будет спланированным убийством, а выражением потери контроля, но его последствия приведут к необратимому разрыву. Новая работа Нари еще больше нарушит баланс между ней и Шахином. Шахин воспримет это не просто как работу, а как желание Нари построить независимую жизнь. Такая интерпретация вызовет у Шахина страх быть покинутым, и этот страх сделает его более ревнивым, жестоким и обидчивым. Нари будет воспринимать отношения Шахина не как любовь, а как препятствие, и их связь будет все больше определяться борьбой, а не любовью. Когда Демир сообщит Зерин, что ребенок жив, эта информация зажжет в Зерин искру надежды, но эта искра превратится в огонь из-за условий Демира. Демир предложит ребенка Зерин не как право, а как награду. Он попросит Зерин отдалиться от Каи, вернуться в жизнь Демира и стереть прошлое. Сначала Зерин рассмотрит это предложение из желания воссоединиться со своим ребенком, но затем поймет, что это сделка, попытка что-то купить, и откажется. Потому что для Зерин речь идет уже не просто о ребенке, а о ее собственной чести. Вургун не сможет молчать в этой грязной истории и расскажет Джихану, что Садакат Ханем и Баран сделали с Алей. Это откровение вызовет у Джихана не вспышку гнева, а нечто гораздо более опасное. Джихан станет холодным, отстраненным и начнет строить планы. Джихан не будет кричать на свою мать, не будет винить ее, но он уберет ее из центра своей жизни. Это будет суровее любого наказания для госпожи Садакат. По отношению к Барану Джихан будет вести себя не как брат, а как угроза, используя всю свою власть, чтобы вытеснить его из системы. Когда Джихан узнает, что случилось с Алей, он не будет прятать ее, скрывать или похищать.
Он заявит о своих правах на нее перед всеми, так, чтобы все знали. Это заявление будет не романтичным, а политическим. Эта позиция изменит всю расстановку сил в особняке, и Аля перестанет быть тем, кто нуждается в защите, и станет одной из центральных фигур в новом порядке. В конечном итоге госпожа Садакат разрушит свою семью, пытаясь сохранить порядок, Баран полностью изолируется, стремясь к власти, Демир потеряет человечность, торгуясь за жизнь, Нари столкнется с риском потерять брак, обретая свободу, Вургун изменит судьбу, высказавшись о Джихан, и Аля повлияет на судьбу всех, стоя плечом к плечу, не расходясь. Теперь эта история будет развиваться не в зависимости от того, кто победит, а в зависимости от того, кем станет каждый, и эта трансформация влечет за собой тяжелую, но неизбежную цену для всех. На этом наш анализ завершается. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.